Здрасте, это второй выпуск путешествия киномана. Сегодня на разборе мультфильм «Бармалей» 1941 года. Страна-производитель СССР. Длительность 15 минут. Режиссер Леонид Амальрик и Владимир Полковников. Сценарий Корней Чуковский. Студия «Союз мультфильм». Рейтинг на Кинопоиске 6,6. 557 человек поставило оценку. Этот мультфильм является продолжением мультфильма «Лимпопо» 1939 года. Георгий Бородин про этот мультфильм. Как и «Лимпопо», золотой фонд советского кино. Начало самобытной советской школы рисованного фильма. Доктор Айболит как изображение мультипликации положительного человеческого образа. К 1939 году сложилась новая школа мультипликации, советской мультипликации. Начались реформы, произошел отход от диснеевского стиля. Итак, непосредственно к мультфильму. Идет сетап обыденного мира зверей. Звери живут в мире, водят хороводы, нянчат детей. Настолько все у них мирно, что даже на змее сушат белье. Тут неожиданно появляется Бармалей на акуле, в подзорную трубу рассматривает хоровод из животных, добирается до суши, выбирается на сушу, прокрикивает, наверное сказать, свой клич фирменный. Акулу оставляет на страже острова, а сам Бармалей идет стрелять, рубить и пинать всех животных, объявляя себя беспощадным и любителем поесть детей. Звери в ужасе разбегаются перед Бармалеем, прячутся по округе. Бармалей во второй раз кричит свою кричалку. Это, так скажем, был сетап основного мира. Далее идет первая стадия, обыденный мир для Айболита. Айболит и двое его ассистентов, девочка и мальчик, залечивают или зашивают лапу зайцу, потом накладывают повязку. Айболит отпускает зайца, заяц тестирует свою ногу, нога в полном порядке, танцует, все остальные зайцы на него смотрят, все радуются. Вторая стадия, зов к приключениям. Кенгуру-почтальон, что уже само по себе интересно, в средней полосе, с почтовой сумкой подбегает или перепрыгивает к Айболиту, вручает телеграмму. Айболит зачитывает текст: призыв в Африку спасать детей от Бармалея. Стадия третья, отвержение зова. Тем временем подходит медведь с перевязанной головой и березовой палкой. Мучается с зубной болью. Айболит собирается в поход. Берет шляпу, зонт, саквояж, свои старые добрые артефакты, которые ему помогали еще в первой части. Ассистенты собираются с ним. Мальчик с винтовкой, девочка с аптечкой. Медведь перехватывает Айболита и требует, или скажем так, просит вылечить ему зуб. Айболит начинает лечить медведя, но дети же сами решают отправиться на борьбу с Бармалеем в Африку. Стадия 4. Встреча с наставником. Но ее опять же как таковой нет. Какая-то непонятная история. Скорее всего, четвертая стадия объединена с пятой стадией преодоления первого порога. Зайцы предостерегают детей от путешествия в Африку. Зайчиха-привратник человеческим голосом говорит им не ходить в Африку гулять. Но дети не соглашаются. Мальчик решительной походкой идет по луже. То своеобразный переход в особый мир. Девочка не хочет пачкаться и обходит лужу по сухому. Зайцы плачут, расстраиваются. Дети здесь выступают как решительные герои. Такие непререкаемые авторитеты. Непреклонная воля у них. Тем временем в Африке Бармалей точит нож для готовки еды. Зверята, связанные в ужасе, ждут своей очереди. Тут Бармалей слышит звук. Будет акулу и дает ей подзорную трубу. Дети идут на моторке к ним по морю. Акула собирается атаковать. По сути, эту вставку можно объединить со стадией 6. Испытания союзники и враги. Акула нападает на моторную лодку. Дети выстрелом спугивают акулу. Она в страхе уплывает и тонет. Со слов зверей, которые наблюдают за этим на берегу. Но тоже как акула могла утонуть, испугавшись выстрела. Бармалей в страхе ломает подзорную трубу и бежит в лес. По сути, злодей отступает и затаивается. Дети высаживаются на берег. Мальчик помогает девочке спуститься на сушу. Дети освобождают зверят. Мальчик с девочкой призывает Бармалея на поединок. Стадия 7. Приближение к сокрытой пещере.
Звери радостно обступают детей и начинают подкидывать их в воздух. Бармалей в чаще джунглей готовит ответный удар. Дети в это время срывают ягоды и фрукты с африканских деревьев и поют песни. Бармалей маскируется под плодовое дерево, в то время как дети со слонами играют в чехарду и катаются на носороге, натыкаются на замаскированного Бармалея, обманываются и начинают срывать плоды и чистить их. Мальчик в забытье оставляет винтовку у ствола дерева. В это время Бармалей хватает винтовку и выходит из укрытия, постреливая из своего пистолета. Звери бросаются в рассыпную. Стадия 8. Главное испытание. Дети сидят связанные у костра. Бармалей торжествует. У него на столе зачем-то прикручена мясорубка. Что он хотел с этой мясорубкой? Крутить из детей котлеты? Или делать из них люля? Или пельмени? В общем, вариантов много, но он ее не задействует. Мальчик замечает аэроплан. В нем сидит Айболит. Узнают его. Айболит приземляется. Козырный трап у аэроплана из березового бруса. Айболит не спеша сходит, подходит к Бармалею и просит его отпустить детей. Бармалей в ответ хохочет, развязно подходит к Айболиту, срывает с него шляпу и топчет. Всем своим видом показывает свое пренебрежение. Поет свой гимн опять. Айболит поднимает свою шляпу, отряхивает и бежит к связанным детям. Бармалей хватает его за брюки и не дает дальше сдвинуться. Айболит цепляется зонтом, использует опять этот артефакт за кактус, но кактус ломается. Пока Бармалей занят Айболитом, обезьяна развязывает мальчика, и они убегают. Бармалей связывает Айболита веревкой к пальмам. Мальчик и обезьяна подбегают к самолету. Обезьяна с пальмы скидывает кокосы, как снаряды. Мальчик грузит их в самолет, и затем они идут на взлет. Бармалей, завязывая последний узел на Айболите, слышит звук мотора. Бежит к самолету, хватает самолет за хвост и не дает взлететь. Самолет старается помогать себе шасси, как ногами, тянется изо всех сил и все-таки вырывается из рук Бармалея. Бармалей начинает обстреливать самолет из пистолета, как из зенитки, попадает в шасси самолету. Самолет показывает, что ему больно. Обезьяна начинает бомбардировать кокосами Бармалея. Попадает в голову, хорошее пробитие. Кокосовое молоко заливает дуло пистолету. Пистолет испорчен. Из очередного кокоса молоко попадает Бармалею в голову. Под градом кокосовых снарядов Бармалей убегает в реку, где его съедает крокодил. А крокодил — это существо божественного порядка. Он все-таки в одном из стихотворений Чуковского «Солнце» проглотил, поэтому это очень крутой бог. Стадия 9. Награда. Звери отвязывают девочку Айболита. Мальчик на подбитом самолете совершает посадку. Самолет хромает. Крокодил с полным животом шагает к детям и зверятам и к Айболиту. Жмут друг другу руки. Крокодил открывает свою пасть. Из нее живой Бармалей, но уже довольно потрепанный, просит прощения, обещает исправиться. Стадия 10. Обратный путь. Мальчик, девочка, Айболит, обезьяна конвоируют Бармалея к самолету. Обезьяна гордо вырывается вперед и шагает во главе процессии. И по сути имеет право, потому что она решила развязать мальчика и хорошо метала кокосовые бомбы. Бармалей раздавлен, весь его вид показывает уныние. Сзади идет процессия из зверей, завершает ее крокодил. Айболит лечит самолет, накладывает повязку на раненую ногу шасси. Девочка ассистирует, вот теперь девочка пригодилась. Звери в восторге. Самолет скачками начинает набирать скорость и взлетает. На борту за штурвалом Айболит и девочка посередине барма, а сзади на хвосте мальчик держит под винтовочным прицелом Бармалея. Делают прощальный вираж над ликующими зверьми и улетают. Не нашел здесь стадии 11 возрождения и стадии 12 возвращения с эликсиром. Главный герой в этом мультфильме Бармалей определенно. Именно с ним происходит самое главное событие. Остальные герои остаются прежними. В этой части присутствие Айболита минимально, так как дети тоже понимают язык животных. Делаю вывод, что они ученики Айболита. И эти дети самовольно взяли квест.
Айболиту приходится спасать всех. В этот раз у него позиция пассивной силы. По сути, он отвлекает внимание. В конце, как таковой, морали нет. Айболит не журит детей, не говорит, как надо было быть. Получается, что Айболит тренировал детей, своих учеников. И дети — это будущие маги. Как-то так.